Всем привет, меня зовут Барбара. Меня зовут Катя. И сегодня у нас подкаст Threads. Будем обсуждать актуальные темы в отношениях с европейцами, с иностранцами, обсуждать плюсы и минусы. И также будем рассказывать про наш переезд в Барселону, о жизни в Европе. Наш проект — это не только единоразовый подкаст. Наша идея в том, чтобы в целом затрагивать очень интересные темы из мира социологии, коммуникации, общения, любви, отношений, просто повседневной жизни. Мы находимся обе в эмиграции, и, соответственно, мы решили снять сегодня подкаст на тему того, как вообще находить коммуникации в эмиграции, как вообще, возможно, находить романтические отношения или просто дружеские. И, конечно же, мы хотим поделиться своим опытом и рассказать вам про то, как мы проходили все эти этапы, что мы чувствовали, к чему мы пришли на данный момент нашей жизни в эмиграции. Вот. Хотела бы сначала узнать у Вари про ее опыт, как она вообще попала в Испанию, как ты оказалась в Барселоне и сколько лет ты здесь уже живешь. Я тут живу уже почти 5 лет, и с детства путешествовала с родителями. Очень мне нравилось всегда летать в Европу, в особенности в Барселону. И так получилось, что я встретила своего бывшего парня. Он был испанец? Нет, он был из России, но жил очень долго в Испании. И после этого начала чаще летать в Барселону, и потом буквально где-то через полгода полностью переехала. Это было очень, очень, конечно, непривычно, потому что я очень долго летела. У меня была пересадка через Стамбул, и это все заняло день. Я летела с одним чемоданом, в итоге я сейчас живу с своей огромной гардеробной, я ее видела лично, кстати. Вот. И сейчас моя жизнь достаточно как бы спокойная. Я знаю, чем я занимаюсь, что я люблю делать в Барселоне. Она уже просто, наверное, даже лучше моей жизни в России. Но изначально это было тяжело. Но я сделала студенческую визу и переехала. Круто. Так. Круто, Вот. это интересно. Получается, ты здесь живешь уже Почти 5 лет. 5 лет, это много. Да. То есть ты же говоришь, получается, на испанском, У ты меня свободно владеешь. около B2, B1, B2. На английском ты свободно говоришь, Да, я да. знаю точно. Мы, кстати, подруги, поэтому очень многие факты мы друг о друге знаем, но также некоторые вещи сегодня будут для нас также в новинку друг о друге. В этом тоже смысл подкаста в целом. Расскажи, как ты давно в Барселоне, о своем опыте жизни тут. Я переехала сюда 2 года назад. Ну как, это нельзя назвать, что я такая собрала чемоданы и такая, я еду в Барселону жить жизнь. Нет, это было абсолютно спонтанно. Я сюда приехала с целью путешествия. Я приехала сюда на 2 недели. Я в то время была вообще в отношениях с парнем, и он мне говорит, езжай, отдохни, а я пока тут делами займусь. Я жила в это время в Грузии, потому что я, в принципе, в эмиграции уже 3 года, именно в Испании 2. И я поехала просто в Европу с целью посмотреть, как вообще здесь. И изначально я там сняла отель, приехала в Барселону, и просто на самом деле с первых минут, как только я оказалась на улицах Испании, на улицах Барселоны в частности, я такая, вау, это мое место, я просто здесь хожу, такая, блин, по-моему, я здесь уже жила. По-моему, здесь все слишком знакомо для меня. И самое интересное, что с первых секунд, вот только начала там постить, там, не знаю, сторис в Инстаграме, что я в Испании, все таки это какое-то идеальное место для тебя. Ты что, рождена в Испании, ты испанка? Меня еще часто путали даже, там, не знаю, в обществе, что я местная. То есть у меня как будто сразу было прям полное принятие самоощущения именно городом и культурой. Вот, поэтому, собственно, наверное, я здесь осталась. Но я здесь осталась тоже очень спонтанно. Это реально какая-то судьбоносная история. Я просто расстаюсь с парнем, то, что мы как бы не находим общий язык. Я такая, ну, раз уж я не могу вернуться к нему, то я, собственно, свободная девушка, можно лето провести в Испании. Ну и в итоге я сделала документы тоже здесь, потому что я украинка. Это делать легко очень для украинцев сейчас. И вот это вот ощущение стабильности, несмотря на то, ну, как бы ощущение легкости, да, то, что ты как бы здесь как будто к друзьям приехал, или даже не к друзьям, какое-то супер родное место ты вот приехал, как будто. И это еще подкрепилось тем, что я тут как бы нахожусь на официальных правах с документами. Это тоже дало ощущение, наверное, защищенности дома, и, собственно, так я оказалась в Испании. Вот уже 2 года познаю жизнь в Европе. А было тебе вообще в целом сложно в коммуникации с европейцами, в дружбе?
в отношении? Если говорить просто обо мне в general, то я сама по себе личность, и сама, знаешь, очень такая активная, коммуникабельная, мне несложно находить общий язык с людьми, но единственным сложным моментом было в моей эмиграции — это отсутствие знания языка. Я буквально даже не говорила на английском. Я приехала такая в Европу, и я даже, на английском, кроме hello, how are you, nothing more, то есть ничего больше. Как бы это было сначала сложно, потому что русскоязычное комьюнити, оно здесь небольшое, да искать его было на то время, когда я переехала, собственно, сюда одна, было тоже не так просто, так куда мне идти, где их искать, на улицах, что ли, останавливать людей, спрашивать, you speak Russian? Это тоже странно. Конечно же, в дело пошли сайты знакомств. Я помню вообще, с чего началось мое знакомство с европейцами, с кринжом незнания языка. Это было, когда в очередной матч у меня с каким-то супер красивым мальчиком, испанцем. Он мой одногодка, поэтому мальчик, парень. Какой-то супер красивый, там, знаете, как из «Элиты» сериал. Я сразу такая: о, какой классный парень. Он начинает мне на английском писать. И сама понимаю, что есть в чате, конечно же, я там использую переводчик, такая вся уверенная в себе. Я помню в тот момент, у меня была уже одна подруга в Барселоне. Я ей говорю: вот, слушай, мне тут испанец пишет, зовет увидеться. Как бы я не на испанском не говорю, не на английском, но мы общаемся так клёво в чате, я с переводчиком. Она говорит: сходи, посмотри, чего тебе стоит. А я, как обычно, этот человек-авантюра. Я помню, что меня очень сильно облегчило то, что я ему сразу сказала, что я не говорю на английском, и, соответственно, на испанском. Я сразу это обозначила в чате. И то, что мне стало таким грин-флагом для меня, это то, что он мне написал: слушай, да не парься, я тебе буду помогать, и ты можешь вести себя как угодно, хочешь, используй переводчик. Я не против того, что ты не знаешь языка. Я думаю, что все будет окей. То есть вот это вот как бы его какая-то открытость ко мне, кстати, что очень странно для испанцев, потому что они всегда любят говорить, что я буду встречаться только с испанкой, или той, кто знает испанский. Он мне, наоборот, сказал такой: все, я open mind, все будет супер, можешь не переживать, я тебя не осужу. Это классно. Это реально, это классно. Немножко спойлеры. Этот человек меня, в принципе, вдохновил на изучение языка в будущем. Мы до сих пор очень круто с ним дружим. Это мой самый первый главный друг вообще в Испании. У нас, конечно, был сначала романтический вайб, понятное дело. Собственно, почему он меня смотивировал. Когда мы встретились, я помню, смотрю на него, он такой красивый. И знаешь, этого чувства, когда ты первый раз с испанцем встречаешься после славянских парней, он такой темненький, кудрявый, ты такой: вау, какой он! Я не могу. Я очень хочу с ним общаться. Я не могу, понимаешь, вот этого чувства языкового барьера. Я не могу его передать. Я его реально испытывала, честно. То есть, представь, он что-то говорит, а ты такая: ага, угу. Да, и он такой: она точно меня поняла? Это нормально, да. такое возникает. Да, но ты представь... Или ты не знала язык вообще. Но это же, понимаешь, как мне повезло, что не попался именно человек, который меня, наоборот, стимулировал. Мне же мог попасться какой-то другой чувак, который, к примеру, как-то осуждающе бы ко мне относился, или который, в принципе, бы оборвал общение, узнав, что я там не могу поддержать диалог. То есть для меня его проявление в мою сторону было достаточно достойным. Я только сейчас осознаю, как важно поддерживать друг друга, и как вообще поддержка играет в жизни... важную роль, и как благодаря взаимоподдержке может развиваться коммуникация, даже если вы оба там из разных культур. Если вот в общении есть вот эта поддержка, могут существовать любые отношения. И хоть это будет испанец, который говорит на испанском, а я украинка, например, я говорю только на украинском, и мы все равно, если мы будем друг друга понимать на каком-то таком человеческом уровне, это возможно. И, наверное, вот мой первый опыт общения с иностранцем стал позитивным и повлек череду того, что я стала более доверчива к общению с иностранцами. Я не столкнулась с каким-то негативным опытом. И я скажу больше, что мы так прообщались месяца 2, и я начала с ним уже говорить на английском. Потихоньку, понятное дело, это не было, что я сразу там заговорила, но самое интересное, что человек со мной продолжал общаться, мы виделись, мы гуляли, мы проводили время, и через какое-то время я уже взяла курсы английского, да, и сейчас уже 2 года я живу здесь, у меня уже как бы учебники C1. Ты знаешь, как я говорю на английском, то есть вообще спокойно, я уже спокойно могу пойти на свидание или просто в компанию, где вообще нет людей, кто говорит на русском, только, там, не знаю, испанцы или другие европейцы, я спокойно себя чувствую в любой компании, то есть как бы у меня такой опыт. В общем, мне интересно тоже узнать про твой опыт общения с европейцами, какой у тебя был он первый, или, может, у тебя есть какая-то запоминающаяся история,
история? У меня в целом было много очень опыта общения с европейцами, потому что я путешествовала с детства. У меня не было такого, что это было бы сложно, потому что английский я изучала с 4 лет. Поэтому для меня всегда это было интересно, увлекательно находить новых ребят, людей, открываться им и в целом практиковать язык. Но, наверное, прямо чем-то новым было пойти в языковую школу в Барселоне, и там были все как бы новенькие, и всем было страшно. Никто не знал испанский, у меня был нулевой уровень тоже, когда я переехала, и было очень сложно. Опять же, история про поддерживающую среду, да, то, что как вообще важно находить людей, кто умеет тебя просто принимать. Да, и все ребята были очень классные, очень добрые, прикольные. Было очень много там с разных стран. Но у меня в итоге с языковой школы очень много друзей, и все супер разные. И в целом вообще очень много друзей из Инстаграма, потому что там мне пишут ребята, бренды, съемки. Когда я переехала, у меня тоже было очень много съемок. Расскажи, чем ты занимаешься, чтобы люди вошли в Я контекст. контент-креатор, фэшн-инфлюенсер и стилист, поэтому у меня было очень Всегда много съемок. коммуникации вокруг себя просто. Да. Я знаю, я лично всегда присутствую, да, в твоей жизни, потому что я твоя подруга. Я, конечно, вижу, да, что ты действительно человек-коммуникация, и это интересно. То есть, получается, вывод такой, что ты, когда переехала в Испанию, для тебя это не было супер дискомфортной средой? Нет, это не было дискомфортно, наоборот, я всегда мечтала жить в Европе, то есть у меня с детства был такой dream, мне хотелось всегда оппозиционировать себя с чем-то иностранным, не знаю. Круто. Самое интересное то, что как вообще вот у нас расходятся в чем-то взгляды и то, как мы вообще сюда попали, потому что, например, я приехала сюда в одиночку, я никогда себя не ассоциировала, честно, ни с Европой, ни с жизнью в Европе, и я вообще сюда как раз-таки попала очень спонтанно, а ты наоборот, то есть ты уже знала язык, и для тебя это была очень комфортная среда. Но при этом очень интересный факт, который сегодня мы подметим на нашем подкасте, это то, что как раз-таки ты у нас не видишь свои, например, отношения серьезно с европейцем. Это правда. В целом у меня много друзей иностранцев, много друзей европейцев. Все они очень крутые, творческие, классные. Я обожаю европейцев. Но, кого именно из европейцев? Вот есть, например, вот самая любимая страна, культура, которую ты можешь для себя отметить? Просто у меня точно есть. Я могу сказать, с кем мне суперкомфортно, а с кем, например, я понимаю, что есть культурное как бы различие, которое я в целом так не различала. Я не различала, наверное. Мне просто зависит от человека. Если я вижу, что человек, такой... Но ты не можешь выделить, что, например, вот с испанцами я пока не находила глубокой связи, дружбы. Это могу выделить, да. Ну вот интересно. Что с испанцами. Расскажи мне. Я училась в универе здесь год, и это был 2-й год после школы языковой. Соответственно, мой испанский был где-то B1, B2 почти. И, короче, у меня все однокурсники были кто-то там с Венесуэлы, кто-то там с Бразилии. Были, конечно, из Барселоны, но, короче говоря, все были испаноговорящие. И я была вообще одним иностранцем, именно который говорил на другом языке. Но я очень старалась понимать их, но у нас не было какого-то глубинного коннекта. А интересно, как ты думаешь, почему ты не находила этот коннект? Или что на тебя тормозило в восстановлении такой же, например, прочной основы для дружбы, для отношений, как, например, ты можешь это выделить со своими друзьями из России или из Украины? Ну, конкретно в универе была проблема то, что у меня достаточно высокий уровень был, а для всех испанский это был родной язык, и поэтому для меня это было очень тяжело. И по-английски очень мало кто из них говорил. Из-за этого такой был discommunication. Мне кажется, вот у меня сейчас такой инсайт пришел во время нашего разговора о том, что вот это вот чувство, что я не могу пойти в эту глубину, или вот у нас как барьер, это скорее нереальная проблема, что вот культурный барьер, да, а это скорее из нашего внутреннего состояния идет, какого-то недоверия или неверы в то, что это возможно. Или, например, возможно, ты тоже не была открыта к ним, к примеру, в каких-то моментах, из-за того, что уже то четко себе обозначила, ну, что я плохо говорю там на испанском, значит, этот connection невозможен. И все. И как бы вот
вот этот вот мета-сообщение, знаешь, твое в пространство, через твое же самоощущение, оно давало тебе такой эффект, что ты не могла найти этот коннект. Ты сама себе ставила барьер и не хотела в это идти. Нет такого ощущения? Ну, как бы, или... возможно, да, может быть, мне просто не хотелось прям погружаться в диалог. Но мне было интересно, безусловно, общение с ними и новый какой-то опыт, то, что ты находишься в одном пространстве, у тебя все испаноговорящие, это какая-то новая учеба, это классно. Но да, приходилось задавать очень много вопросов из-за этого. Я не знаю, я чувствовала себя как-то странно. Ну знаешь, мне такое чувство, что вот сейчас мы перейдем, наверное, к теме очень интересный про наши в целом ценности, желания. Наверное, нет такого. Опять же, это мои вопросы наводящие, ты можешь мне раскрыть эту тему искренне, как ты считаешь. Но я могу предположить, что нет ли такого у тебя, к примеру, ты скорее тот человек, который ожидает, что сначала к тебе проявят внимание, нежели чем ты проявишь. Думаю, есть. Есть такое, но я проявляла тоже внимание и всегда... Но если ты получала какой-то там некомфортную для тебя реакцию, ты такая, ну, всё, давай пока. Просто когда задаешь вопрос несколько раз и чувствуешь себя немножко тупым, потому что все как бы такие на одной волне, и ты как белая ворона, наверное. Ну вот, это видишь, это тоже из разряда «я себя чувствую белой вороной». Это не про то, что я реально белая ворона, а я себя чувствую про самоощущение, белой вороной. Да, потому что вот опять же, я просто делюсь своим опытом, потому что я заметила свою способность находить контакт такой теплый с иностранцами в моменты, когда я убираю вообще из своей головы все предрассудки из разряда «мы не сможем, потому что он испанец», или «мы не сможем, потому что у нас языковой барьер», «мы не сможем, потому что мне говорили, что он делит человек 50/50». В ТикТоке так говорят очень часто. Или мы там еще. И таких вот барьеров, их очень много. И самое интересное, что очень часто эти барьеры, они не наши. И они исходят не из реальных каких-то, знаешь, ситуаций, что я поняла, что вот эти барьеры, они самопрограммированные, как будто какие-то. И ну вот это вот мое ощущение, потому что у меня были ситуации, когда я попадала прям в компании каталонцев. Ты понимаешь, да? Ну, то есть, как бы, я ничего предвзятого к этим людям не имею абсолютно. Я их очень уважаю, дружу тоже с каталонцами, но это все равно люди, которые очень такие, знаешь, ориентированы на свою тусовку. Это факт. Это прям факт. Ну, у них есть свои ценности, прям четко выстроенные границы. Вот все каталонцы, с кем я общалась, у них есть компания друзей с детства. Они вот любят дружить прям, знаешь, с детства. Несмотря на то, что они европейцы, живут в самом таком эпицентре интернациональных движений, да, несмотря на все эти факторы, эти люди все равно остаются в кругу своем вот этом, знаешь, комьюнити. Вот у них есть каталонское комьюнити. И вот эти люди реально иногда могут тебе даже такое ощущение передать, что ты тут делаешь, типа. И самое главное — не заразиться этим ощущением. То есть самое главное — не начать думать, а что я тут реально делаю? Может, не удалиться? Да, давайте, все, пока. Нет такого. Как бы, если только начинаешь это чувствовать, все, тебя не принимает стая, и все. Просто моментально. И поэтому я всегда вот такую фишку применяю. Если я начинаю чувствовать, что люди меня там, знаешь, проверяют мои границы, или начинают как-то меня там, не знаю, пытаться усомнить в своем самоощущении, я всегда отделяю себя от их реакций. Я просто проявляю свои качества личные, да, свое дружелюбие, не опираясь на то, а как они меня правильно поняли или неправильно. А интересно, они мне напишут вообще завтра или не напишут. А интересно, я вообще им нравлюсь или не нравлюсь. И вот это вот, я просто это убираю, и я просто иду вот в этот вот connection. И самое интересное, что именно после таких вот самоощущений люди на тебя начинают тянуться. Они просто видят, что ты, да, ты другой, но ты интересный, ты легкий. Ну, это как бы это я понимаю, но у меня был опыт того, что мне надо было говорить именно по-испански, и то, что все были именно испаноговорящие. То есть по-английски как бы там почти никто не говорил. Вот но у тебя испанский был такой, да? Ну, это я только год закончила как школу, и это был первый экспириенс. Вот, поэтому это было очень тяжело. Но когда разная тусовка, или это только испанцы, ну, может быть, из них кто-то говорит по-английски, это easy, это проще. Ну да. Наверное. Но опять же, я тоже вспоминаю себя, когда я не говорила даже на английском, и все равно находила этот контакт. Я поэтому не могу прям полностью согласиться с тобой, что дело в языковом барьере. Но это, опять же, мы это просто обсуждаем, выносим с тобой на обсуждение для того, чтобы как раз-таки подсветить то, как можно по-разному смотреть на коммуникацию.
Самое интересное, что мы просто с тобой немножко перепрыгнули тему, и я так и не услышала ответ на вопрос главный, который я хотела услышать от тебя. Это все-таки ты стала бы встречаться с европейцем, с испанцем? Ну, разные бывают ситуации. Не знаю, как жизнь повернет. Но как бы в данный момент жизни нет, потому что у меня парень русскоговорящий, и, ну, просто мы как бы soulmates. Поэтому, наверное, там, в ближайшем будущем я не вижу. Но это то есть только потому, что у тебя есть парень. Ну, если гипотетически представим, что ты была бы свободна. Ну, слушай, сложно сказать. Сейчас я не могу это как бы представить, ну и в целом как бы... Но когда ты была свободна до него, у тебя были такие мысли? Да, не знаю даже, честно говоря. Мне нравится как бы дружить больше, да, с иностранцами, общаться и так далее, но в плане какого-то майндсета мне больше нравится, когда человек понимает полностью твою культуру, твои шутки, то, что у вас какой-то один вайб, вы с полуслова понимаете друг друга. И для меня, наверное, это очень важно, потому что там в испанском, грубо говоря, свои фразочки, все, а в английском тоже немножечко это иначе, сложно с переводом, там шуток, не знаю. Все-таки я себя вижу, да, с русскоговорящим человеком. Вот, а что насчет тебя? Я могу сказать, что я открыта, наверное, к отношениям с европейцами, не со всеми на данный момент, потому что есть, наверное, все-таки моменты, что, к примеру, французы мне не заходят, например. Ну вот вообще. Почему? Ну вот сколько раз я общалась с французами, никогда не было у меня матча с ними. И не потому, что там языковой барьер, а просто вот они такие вот... Знаешь, не знаю, общался ли ты с французами когда-то? Ну, немного, да. Ну, вот у них есть такой вайб, знаешь, как будто у французов, я не знаю, как тебе объяснить. Они точно еще более как бы приверженцы своего языка, нежели чем испанцы. Они прям... Потому что даже в кофейнях, там, в Париже, они говорят на французском, там, на английском мало кто говорит. Ну, я тоже про это слышала. Вот тут, ну, это тоже, но и они очень... Я когда приезжала в Париж, так и было. Интересно. Ну, вот, наверное, у них есть вот эта черта какая-то, да? Они как будто тебя, я не знаю, как сказать, ты чувствуешь себя немного несвободно в общении с ними, потому что у них есть такие не всегда здоровые реакции, у них очень много осуждения, я замечала в общении, очень много высокомерия я замечала. Вот если парень француз, он обязательно будет вкидывать тебе в общении какие-то там, не знаю, замечания насчет грамматических ошибок, обязательно, насчет одежды, то есть они же очень тоже такие педанты и в одежде, и в разговоре, и вообще вот у них вот это вот есть, и это абсолютно мне не подходит, например. Ну вот тот или нет. Итальянцы прикольные. Ну, а испанцы? Испанцы? Испанцы на самом деле точно да. Причем, наверное, тоже сейчас будет немножко шок, но мне нравятся каталанцы по своей культуре. И несмотря на то, что я даже где-то видела вчера рилс какой-то от самого испанца, то, что у каждого региона испанского, да, Испании, есть свои там особенности, да, с чем ассоциируют именно вот эту территорию испанскую, да, например, там Каталония, Валенсия и так далее, они все очень, на самом деле, разные. Ну, Мадрид тоже. Мадрид, это да, вообще да. у них просто на испанском. Да, и то есть там как бы говорили на то, что там Мадрид самые такие а-ля крутые чуваки, у них есть деньги, они умеют вести бизнес. Это совершенно нетипичные там испанцы. Где? В Мурсия, как-то так? Там, Север там что-то типа самые такие а-ля душные чуваки. Ну, не душные, они там как бы чувак сказал, испанец, что они глупые, как будто там. Не знаю, я честно, я не буду просто брать на себя ответственность, утверждать, за это, что какие там люди, но я слышала просто вот именно от испанцев такие вещи. И вот что в Каталонии каталонцы жадные. И знаешь, что самое забавное, что я вот эту вот историю про каталонцев слышала неоднократно и от самих испанцев, потому что вот, например, у меня есть знакомый испанец, он из юга Испании, я не помню, правда, из какого точно города, но из юга Испании. Слушай, Севилья, он ближе к Севилье, получается. И вот он мне, я помню, мы с ним просто гуляли, и мы зашли в кофейню, и мы хотели бы взять кофе. Я, как обычно, я уже, понимаешь, на опыте, я приехала в Испанию, как бы со временем приняла, не сразу, тоже очень важно подметить это. Я приняла для себя то, что я нахожусь в их культуре, скорее, и я могу с ней бороться, могу вот это вот нервничать, париться, что они за нас там не заплатят на свидание или там за чашку кофе или что-то такое. Я поняла, что я не хочу с этим бороться, просто это лишняя энергия, трата лишняя. Ну, а если ты в отношениях с человеком, он делит счет 50/50? Ну, это мы сейчас к этому перейдем. Вопрос, это тоже отдельная тема моих рассуждений. В общем, мы зашли с этим испанцем в кофейню, и он, получается,
получается, такой прям сразу обозначил: я плачу. И я такая: спасибо большое, ну, то есть класс, благодарю. И он говорит: ну, я же не каталонец. То есть они сами друг друга немного хейтят, поняла? У испанцев есть вот этот вот какой-то файтинг между территориями. Реально, конкретно есть файтинг. То есть он такой очень посмеялся с этого, то есть я же не каталонец, радуйся, что ты не с каталонцем вообще тут гуляешь. Я такая: класс, класс. Самое интересное, что это тоже важный фактор, то, что мои друзья-каталонцы никогда тоже не проявляли действительно какой-то там жадности в мою сторону тоже. Вот, и я спросила: почему ты так думаешь? И он мне даже, я забыла, как называется конкретно это выражение, надо было уточнить перед подкастом. Есть определенное слово на испанском, обозначающее человека, который жадный, но не жадный. То есть мы не жадные, мы умеем сохранять деньги. У каталонцев есть этому даже определенное наименование слова. Они в их культуре есть четкая как бы позиция культурная, да, о том, что мы не жадные. Мы просто считаем, что сохранять деньги — это мудро, то есть на будущее. То есть поэтому они такие, знаешь, как бы могут казаться для нас жадными, но у них как бы в культуре так заложено, что у тебя должны быть деньги, и чтобы деньги были, их нужно откладывать. Чем-то напоминает наш, да, вайб Советского Союза. Да. А у них он до сих пор есть, вот современная Европа. Ну так раньше у женщин было намного меньше прав, чем... Здесь ты имеешь в виду? Да. Поэтому так много феминизма сейчас. Но это уже другая тема. Мы говорим, наверное, скорее про жадность, и то, что они счет там делят в неделю. Это тоже очень интересная тема, я тоже ее изучала. Думаю, что это тоже как бы на это влияет, потому что сейчас женщинам дается очень много свободы. Они такие, я думаю, это да, 100%, как бы. Вот. Ну, в общем, вот они такие люди. И еще с одним испанцем я тоже общалась. Мы что-то там, знаешь, с ним фантазировали на тему того, если бы у нас было 500 миллионов евро. Он говорит: мне на всю жизнь бы хватило на всех моих поколений, там еще на какие-то там количество моих поколений. Я говорю: я бы, наверное, там уже это себе helicopters. Я бы себе там уже вертолеты скупила. Конечно, я прикалывалась, но я понимаю, что там в любом случае элементы роскоши точно в моей жизни были бы. Если бы у меня там была реально такая огромная сумма на всю жизнь, ты понимаешь, что на тебе реально хватит до конца дней твоих, еще реально твоим предкам хватит, но, конечно, ты накупишь себе всего чего-то там. Замок. Я бы себе замок купила, реально, честно. Я бы купила, по-любому. Почему бы и нет? Я мечтаю жить как... Я мечтаю этот вайб по-королевски. 500 миллионов евро. Мы считали, что это может хватить на 1000 лет. Но не знаю, это, мне кажется, для меня это бы на одну жизнь хватило. Не знаю, ну, в общем, мы с ним эту тему обсуждали, и он такой на меня смотрит и такой говорит: я бы себе купил одну квартиру, машину, и зачем мне еще что-то? И причем он это говорит серьезно, то есть у него даже фантазии не возникает на тему купить себе яхту, понимаешь? У него нету даже этого просто в голове. Вот просто человек такой: ну, мне квартиру норма, зачем? Мне апартов. Мне даже, говорит, вилла не нужна. Он говорит: а яхту можно снять, покататься там. И такой говорит: мне норм. Мне зачем? Ну, да. А зачем? Мне говорит: я не мечтаю об этом, мне этого и не надо. И отсюда, наверное, идет вот эта вот история, то, что мы, славяне, да, вот, ну, как мы любим, дорого, богато, вот это все. У них просто это не стиль. У них просто это типа: а зачем? А что? Они умеют радоваться мелочам, понимаешь? И это тоже очень круто, потому что это наша девушка скажет: блин, меня позвал он в парк, какой он мудак, и за этим всем она не может не заметить хорошего человека, например. Она не пойдет с ним в парк гулять только потому, что он ее в парк позвал, потому что все, он фактически лох, все, у него нет шансов. А то, что это может быть просто хороший, заботливый, надежный партнер, ее это не волнует. Зато какой-нибудь нарцисс, который ей там сразу за ней приезжает на кабриолете, там ей покупает билеты, не знаю, там, в Дубай, вот это я понимаю, берем, а потом сталкиваться с абьюзом и нарциссизмом. У них зато более честная позиция друг к другу. И на первом свидании или там на втором. Я же не обязана действительно перед тобой кланяться, там, тратить на тебя все свои деньги из кармана, потому что мы только встретились. И это, по-моему, здесь даже как будто контекст более здоровый. Нет такого? И то есть вот этим мне нравятся испанцы. И на вопрос, встречалась бы ли я с испанцем, я могу сказать да, именно потому что, наблюдав, пообщавшись с ними, и посмотрев на их ценность не с точки зрения они жиды, они там жадные, они там это все специально, они там зажимают, а с точки зрения, а что из этого ценного можно извлечь по жизни, я поняла, что а почему нет, и они довольно счастливо живут. И самое интересное, что эта стабильность, эта надежность, она вызывает больше спокойствия внутреннего, чем погоня за роскошью какой-то. Потому что когда ты гонишься реально за какой-то роскошью бесконечно, ты не факт, что достигнешь ее, во-первых, в этой жизни. А если достигнешь, ну, ты, получается, не заметишь, как ты прожил эту жизнь. А может быть, оно и не надо как бы нормальному человеку, я тоже я не люблю нормисов, но нормальному состоянию человека, к балансу вот этому внутреннему. И самое интересное, что еще тоже сразу к этой теме я добавлю
историю личную. Опять же, я общаюсь там с испанцем, со своим знакомым, мы обсуждали тему, он говорит, вот я там рассказал своему другу, что я общаюсь с украинкой, ну, то есть со мной. Я говорю, прикольно, и что твой друг? Говорит, а мой друг мне тоже сразу же историю своей жизни про украинку рассказал, ну, с которой он там познакомился, и сказал, что я больше никогда с украинками общаться не буду, со славянскими девушками. Я так говорю, господи, это, знаете, какое-то противостояние испанцев и славяне, знаешь, то есть как мы иногда на них навешиваем ярлыки, так и они на нас на самом деле. Потому что я спросила, а что не так в их коммуникации? И он говорит, ну вот мы с ней общались там, условно, в интернете, и в какой-то момент я предложил ей увидеться. И украинка, вот эта вот девушка, она им сразу сказала, ну ты за меня платишь, ну как бы. И испанец... Мне кажется, странно говорить то, что там сразу ты за меня платишь. 100% странно, 100% странно, но, знаешь, ты не замечала вот эти вот все видео бесконечные, которые попадаются на тему миграции, когда девушки говорят, я в Испании, и я там в шоке, да, с этих испанцев, они реально такие, вот такие, они никогда не потратят копейки. Видела, да, по-любому вот эту всю пропаганду. И самое интересное, что вот я извлекла из этого диалога с ним, когда он сказал, что вот мой друг сразу такой, нет, я с ней общаться не буду, с этой украинкой. Я говорю, почему? Он говорит, а дело даже не в том, что она там хочет ухаживаний, да, каких-то, дело в том, что она, во-первых, требует, и этот майндсет уже изначально нам не подходит. Я не хочу строить жизнь с человеком, который только требует, который даже ничего не дав, он уже просто требует. Мы испанцы, например, мужчины, мы умеем ухаживать, мы умеем заботиться, дарить подарки, вкладываться, когда мы этого хотим. И когда это партнерство уже как бы гармонично развивается. Но когда девушка изъявляет такое требование, да, это не про то, что он там зажал, да, эти деньги и этот ужин. Это про то, что нужно ли мне с таким человеком по жизни идти, понимаешь? Вот это интересно. И, кстати, вот после этого я тоже задумалась, как они интересно мыслят. То есть они довольно глубоко смотрят на жизнь. Они не смотрят на мишуру. Как у нас, кстати, есть в культуре это действительно. У нас часто огромная проблема в том, что из-за того, что мы хотим сразу всего и побольше, мы пропускаем очень важный этап маленьких шажков и того, что настоящее крепкое счастье — это умение приходить к этому, проходить определенные этапы, выстраивать свою личность, выстраивать отношения. А мы хотим сразу, чтобы к нам пришли, на руки нас схватили, понесли и сказали, все, ты королева. Но это же не так, и вот это вот мне очень сильно нравится у них, наверное, то, что они смотрят на жизнь реалистичнее, то, что у них нет в майндсете «я там должен быть миллиардером в 25», или «я там должна найти себе богатого парня, чтобы он обязательно за меня платил, а если он за меня не платит, то он лох». А то, что другие качества еще у мужчин есть, или вообще, в принципе, у женщин, у всех людей, у нас помимо коммерческих каких-то там показателей финансовых, да, есть еще личностные, и скорее всего, личностные на долгосрок сыграют намного больше, нежели финансы, потому что финансы — это ресурс, но это не личность. И то есть, получается, ты когда вступаешь в отношения, ты смотришь на человека как на ресурс, а не как на партнера, с которым ты будешь там диалоги какие-то вести, или с которым ты будешь по вечерам чувствовать себя как дома, у себя дома. Или, ты понимаешь, да, о чем я? Да. Наверное, поэтому я могу сказать, что за 2 года в Испании я, наоборот, перешла из вот этого вот лагеря «мне должны» в лагерь «я сама могу». И я хочу, чтобы мой партнер меня так же уважал и ценил, как и я его. И даже сейчас, например, что во мне поменялось, если, к примеру, раньше там приходишь ты в бар, да, в какой-нибудь, и сразу там ты симпатичная девушка, понятное дело, и сразу к тебе подходят знакомиться мужчины, и тебе сразу предлагают там оплатить и твои напитки и все остальное. И, конечно, любая девушка на это соблазняется, особенно славянки наши. Ну как? Кстати, у меня, честно говоря, никогда такого не было, чтобы кто-то подходил и платил. Серьезно? Да. Как? То есть... Вот так не было. Вау. Поэтому как бы... Интересно. У меня очень часто было это, и я замечала, как это вообще происходит, вся история. И... Может быть, потому что я... ты более, может, домашняя. Такая хорошая. Не скажу, наверное, что я хожу даже в такие места особо. Вот, а я как бы
была в таких местах, потому что для меня это норма, типа, сходить там в бары с подругами вечером. И... Но в Испании, опять-таки, не знаю, часто ли эта история. Ну вот в Испании не часто эта история, но она есть все равно, но она везде, ну как бы я там же тоже путешествовала много где, и ты постоянно где-то тусуешься, что-то делаешь, и как бы в обществе находишься. Ну, в общем, не в этом суть, то, что там, где мы, когда и кто где был. Скорее история, наверное, про то, что вот, например, сейчас, если ко мне подойдет парень в баре и предложит мне там угостить коктейлем, моя прошлая версия, она была такая: пофиг, класс, почему бы и нет, да? Моя нынешняя версия, которая прожила уже в Испании какое-то время и для себя определенно вынесла выводы самостоятельности, собственных отношениях, взаимодействии с людьми, с мужчинами. Моя нынешняя версия, я уже так делала, скажет: нет, спасибо, если этот человек мне не интересен, я не собираюсь с ним ни коммуникацию вести, вот не нужно от него даже коктейль, я могу сама себе платить этот коктейль, действительно. Я не буду на халяву просто там у кого-то просить, не потому что я типа хорошая девочка и не хочу брать у кого-то деньги. Нет, мне окей и просить, мне окей принимать ухаживание, но если я понимаю, и я вижу уже сейчас, что мужчина, который проявляет ко мне знаки внимания, готов меня как бы чуть купить, знаешь, там, купить мне коктейльчик, чтобы тем самым купить мое внимание, я откажусь, потому что, коктейль я могу сама себе купить. Как бы зачем мне вот это вот чьи-то подкаты, если мне человек не интересен. То же самое касается, например, свиданий. У меня пока такого не было опыта, но если бы вдруг я оказалась на свидании с человеком, который мне не понравился, наверное, я бы также не стала давать надежды и могла бы оплатить счет сама за себя. Вот мое мнение. Что ты думаешь? Ну, у меня, наверное, нету прям такого опыта делить счет. Ну, короче, у меня была. Но ты бы окей отнеслась к этому, если бы вот парень такой на свидании тебе сказал: го 50/50? Ну, я бы заплатила, понятное дело. Но остался осадочек, да? Да, но я бы записала в свою книжечку тебя я бы карандашом. задумалась насчет этого человека. Но у меня была история такая, это было в период, когда я рассталась с бывшим парнем, и, короче говоря, я вернулась назад в Барселону, потому что у меня несколько месяцев не было. Меня, короче, пригласил чувак на свидание, но там как бы был странный контекст, он написал то, что позови кого-то еще там, типа, из подруг, вот, и поедем в Сохо Бич Хаус, который находится рядом с Сиджесом. Кто он был? Сколько ему лет было? Расскажи. Он был из Литвы. Вот. Ну, Литва — это славяне. Да. И, короче, ему 30 лет вроде. И, короче, я взяла подругу с собой, и в итоге он нам говорит, что вот приезжайте там к такой-то локации. Мы в итоге приезжаем, и это было просто очень странно. Нас забирают в итоге на Тесле, и мы Ты же не любишь Теслу, я помню. С тобой даже у нас был биф, типа Тесла. И мы, короче, едем в Сохо Хаус. Вот, в итоге там как бы не надо было делать membership, потому что это просто как типа плюсы. Вот, мы пришли с моей подругой, также вот был вот этот вот парень, который меня пригласил, и он вообще не общался почти, он очень мало разговаривал, и он был еще с друзьями. На английском, да, общались? Да, и у него еще было 2 друга. Вот, друзья были более открыты, а он был, наоборот, какой-то такой, если он мало общался. Вот, и в итоге мы заказали еду там в Сохо-хаусе, вот, и там как бы еще высокий ценник, то есть там даже если ты входишь по плюсам, там надо платить там как бы за все, за еду, за кофе и так далее. Вот, и по итогу там, никто за нас не заплатил. Серьезно? То есть вы, да, подождите, вас забирают на Тесле. Уже красивое начало, да? Уже вот эта вот вся мишура в Сох. Там сразу по-любому платят. В мыслях, да? Ну да, там очень прикольно было. И что было? Вы такие, как вообще развернулась ситуация? Нам пришлось заплатить, потому что там в конце, короче. А ты позвала еще подруг, да, с собой, получается? Одну девочку, да. Девочка тебе сказала: больше не зови меня никуда, да, наверное? Нет, ей очень понравилось. Ей понравилось. В плане понравилось само место, потому что это рядом с Сиджесом, там очень красиво. Да, я обожаю это место тоже. Вообще побережье, очень клево, мы поснимали контент и так далее. Но как бы само поведение этого парня, он в плане даже Подожди, а как ты думаешь, почему он так себя повел? То есть были предпосылки? Я думаю, что он просто такой человек, он очень закрытый. Подожди, закрытый человек не будет звать незнакомых девушек. В Сохо закрытый человек. Реально закрытый человек сидит дома, тусуется со своей тусовкой. Потому что там его друг, например, был клевый, мы с ним общались. Но друг не заплатил. Он сам пошел либо самовлюбленный, потому что он сам пошел
пошел потом загорать. А Загорать может на быть, он террасе. просто не почувствовал от вас какого-то внимания, Ну, которого может быть, но он ожидал? сам не проявил никакого внимания. Но есть такие парни, очень часто, поверь, я знаю, что есть парни, которые в выжидающей позиции находятся. И они, причем самое интересное, что эти парни, вот они как раз-таки потом еще на тебя агрессию вымещают, если ты не проявила знак внимания. Вот, то есть, знаешь, он ждал, ты не проявила, и ты еще офигела, и он еще тебе покажет, типа, что ты не... Мгм. Есть просто Ну, может такие быть, люди, может, он есть, такой да, kind of. есть. Вот, но, короче, да, такой осадок остался. Но осадок, и то есть вот эта ситуация произошла, смотри, вас пригласили. Сколько вы провели время вместе там? Но мы поехали, было где-то час дня, и вернулись в 7 вечера. Ну, то есть весь день вы были вместе, вы не общались, вы общались только с одним чуваком? Ну, общались только, да, там с другом его, потом почилили на террасе, посидели, поснимали контент. И они такие в конце, ну, все, девочки, раздельный счет, Ну, пожалуйста. да. Ну, типа, это И не ваша- было, а ваша это не реакция было так, какая что это была? прям раздельный счет, это было просто то, что там, типа, они заплатили за себя, и там просто Они подошёл- молча это сделали. Ну типа, да, окей. типа, чтобы это было не так. Это кринж, честно? Ну, не знаю. Были ли у И тебя какие-то такие? Сейчас я расскажу. Мне просто еще, знаешь, что интересно? А какая ваша реакция была? Как вообще вот Ну, мы удивились очень просто. Но И вы ничего не сказали, мы да? обменялись взглядами, но ничего не сказали. А вот этот славянский взгляд? Да. Ну, короче, Понятно. ничего Давай, пока. не стали говорить, понятное дело. Ну, хотелось, да, сказать? Да нет. Не хотелось? что-то не- Все уже неинтересно. Честно, я бы сказала что-то. Я просто, ты знаешь, я люблю вот эти провокации, ну, такие легкие, знаешь. И, в общем, это единственная твоя такая история, когда парень разделил счет. Ну, наверное, да. Хорошо. А у тебя как? У меня один раз была ситуация такая тоже, когда я сама за себя платила. Это вообще была очень кринж история. Это, в принципе, от начала до конца история кринж. Вот. Прям можно поугарать с нее. А ты, кстати, про нее не знаешь, я тебе не рассказывала. Поэтому сейчас будет для тебя кое-что новенькое. В общем, это был, по-моему, мое первое лето в Испании. Получается, 2023 год. Ты сама у меня был такой очень плохой английский. Он был, но он был очень плохой. Я опять тоже познакомилась с каким-то итальянцем. Я уже начинаю вспоминать, мне уже смешно. Это было лето. Это было лето. Самое забавное, что так получилось, что он приехал на отдых в Испанию, в Барселону, и что-то тут было около, там, знаешь, неделя. И так оказалось, что мы по локации были очень рядом, и он говорит: о, давай тогда увидимся, сходим на руфтоп. Как раз у меня в отеле есть руфтоп. Это было в Ишампле, я жила в Ишампле тогда, и получается, ну, такая: о, супер, сейчас буду. И я подхожу, короче, к его отелю, и сразу понимаю, что очень много, парочек мужчин выходит с этого отеля. Я понимаю, что это отель для геев. Выходит супер такой вылизанный мальчик, красивенький, знаешь, итальянец. Может быть, он был чуть младше меня, не знаю. Мне тогда было сколько, 24, ему, может быть, 23 было, 22, знаешь. Ну, то есть мы такой. Я говорю: что ты делаешь в этом отеле? Ну, типа, почему ты в гей-отеле? То есть реально, если ты знаешь, что есть отели для геев в Барселоне? То есть там там именно гей-капл тусуются. Есть, но это как бы не знаю, что... Так в Ишампле же есть улица для геев. Да, это знаю. И вот на этой улице есть там отель, короче, очень крутой, я забыла, как называется, но не суть. И он выходит с этого отеля, им, конечно, там я такая, типа: что ты вообще в этом отеле делаешь? Я тут с парнем, говорит мне он. А он я тут с мужчиной. тебя пригласил? Да, он говорит: я с мужчиной здесь. Он мне говорит: я здесь и приехала с мужчиной. Ну, я такая: вау, как бы, как... Это очень странно. Да, слушай, это очень странно. И он такой: ну, я вообще тут с мужчиной, поэтому давай быстрее от отеля отойдем, потому что вдруг он меня видит, он ревнивый. Ты понимаешь? И какая твоя реакция? Ну, моя реакция, шок, потому что вообще, что я здесь делаю? То есть я подхожу к парню, который выходит с отеля, который вообще приехал с мужчиной на отдых, как бы. Он мне говорит: еще у меня мужчина ревнивый. Я ему говорю: подожди, а как так получается? Ну, конечно же, он мне не стал там, наверное, все подробности рассказывать, но я так поняла, что у него есть какой-то папик, он молодой мальчик такой, который на содержании у какого-то мужика, и настолько на содержании, что он как бы скрывает даже то, что ему нравится девушка. Ну, то есть вообще как будто такое чувство, что я так и не поняла глубины этой истории, но, в общем, он мутил с мужиком, с богатым каким-то, и позвал меня на свидание. Ну, это очень странно. Это был кринж. Кринж был дальше. Мы пошли на руфтоп с ним, как мы договаривались, тоже, кстати, в этом гейском отеле. Кстати, самое забавное было, что там вообще было, я чуть упустила момент, короче, он такой говорит: сейчас я
ключи заберу от номера, мне мой мужик скинет, ты отойди подальше, чтобы он тебя не увидел. Он сейчас выйдет, и мы пойдем с тобой на руфтоп в этот отель. Почему я там была дальше, я не знаю, правда, Варя. Я не знаю, что... вот это вот моя, знаешь, исследовательский дух, вот этот мой, он постоянно меня заводит в такие вот какие-то странные истории. И я, короче, такая, окей, хорошо. Он был милый, да, он был реально довольно красивый парень такой. Довольно... ты не знала, что так обернется. Ну, я его не знала, понятно, меня шокировало вообще, что он с мужчиной. Он так и не сказал, что он говорит, ну да, я вот с ним как бы путешествую, он за меня платит, он в меня влюблён, как он сказал. Может быть, он не стал вдаваться в интимные подробности, сама понимаешь, как бы не всем людям это хочется. Особенно, знаешь, когда у человека не принятие своей ориентации до конца. Возможно, это прослеживалось в нем. И мы, в общем, пошли на руфтоп. Суть в том, что я там, по-моему, заказала на пару коктейлей, и он такой, я ничего не буду. Я ничего не буду. Хорошо. Ну и когда принесли счет, это было кринжово, он такой сразу так приносит счет, он такой сразу... Знаешь, он такой просто типа тарарам. Ждет, пока я плачу, такой, знаешь, и... Это, конечно, очень. Это было странно. Ну, это вот был мой первый такой опыт, когда такая... даже парень, он просто вот так вот, типа, как само собой разумеется, что как бы я тебя пригласил, я не собираюсь вообще тебя угощать. Конечно, на то время для меня, как девушки, которая только-только там выехала из СНГ, это был дабл-шок. Парень чуть ли не гей, да, там меня зовет на свидание, еще и как бы такой... Еще и так все, да. Да, и, конечно, это кринжовая история на самом деле, но самое забавное, что он мне потом же еще и писал, когда мы увидимся там еще. Ничего, никогда. Ну, как бы, знаешь, мне кажется, даже если бы не сама история про этого еще мужика, возможно бы я еще не так бы, его как-то странно посмотрела, но вот эта вот совокупность факторов, но они сыграли такую довольно странную роль в моем восприятии этого человека. Согласна. Вот такая у меня мне кажется, вообще не знаю, какая у меня реакция. Ну, зато есть что рассказать на подкасте, самое забавное. Вот видишь, у нас есть какие-то прикольные истории. В общем, у нас очень интересный сегодня диалог получился на тему нашего опыта иммиграции. Столько различий получилось таких между нашими мнениями, несмотря на то, что мы с тобой очень близки. Ну, в чем-то мы сходимся, в чем-то там у нас совершенно разные точки зрения, но это окей. Ну, конечно. Друзья так и сходятся, то, что мы не должны быть похожи. 100%, я с тобой согласна. Я тоже за то, чтобы, наоборот, не подавлять личность, а уважать и принимать, если твой друг особенно. В общем, но мы сегодня собрались здесь не только для того, чтобы обсудить наши взгляды на иммиграцию, отношения и, в принципе, этот весь топик про наши личные истории, мы еще и хотели бы это все дополнить профессиональным анализом, да, потому что одно дело, когда мы просто такие со стороны что-то друг другу, с личного опыта, точнее, что-то друг другу говорим. Хотелось бы получить какую-то аналитику. Да, хотелось бы это все закрепить профессиональной аналитикой от психолога, потому что я уверена, что есть люди, кто схож с нашими мнениями, кто наоборот не понимает нас, и хотелось бы, чтобы это все было как бы подытожено профессиональной точкой зрения. Согласна. И сегодня мы пригласили психолога. И самое интересное и важное, наш психолог — это человек, который живет тоже в Европе 10 лет, да, по-моему? Да, уже долгое время, больше 10 лет. С 2013 года, да, по-моему? С 2013 года наш психолог живет в Европе. Это супер круто и интересно, потому что, соответственно, она точно знает про всю эту внутреннюю историю между культурами, их различиями. И наш психолог также работает и с европейской аудиторией. Ну, в общем, она сама про себя сейчас все расскажет, мы очень ее ждем. Да. Вот. Сейчас к нам присоединится еще наш гость. И сегодня у нас в гостях психолог, которая живет уже очень давно в Испании, уже больше 10 лет, Анастасия. Вот, Анастасия, она слушала весь диалог. Да, она слушала весь наш диалог, и поэтому может дать свое аналитическое мнение по поводу вообще нас с Катей, нашей жизни. Мировосприятие вообще в целом. Да, представься, расскажи о себе. Привет, девчонки, была рада вас слушать за кадром. Меня зовут Анастасия Ковалева, я практикующий дипломированный психолог. Я живу с 2013 года в Барселоне, у меня свой кабинет. Я в практике более 8 лет, работаю как с русскоговорящими, так и с иностранцами. В основном ко мне приходят с запросами кризис в отношениях, кризис личностный, страхи, наши эмоции, чувства, самоценность.
Поэтому я работаю как и в паре в семейной терапии, так и групповая, индивидуальная. Поэтому давайте мы немножко разбавим нашу такую вступительную часть тем, что поговорим о вашем, да, непосредственном подкасте. Он был достаточно интересен с точки зрения психологии. Мы очень достаточно разные две личности. Одна стероидного психотипа, эмоциональная, веселая, открытая, внимание требующая такая. И везде его завоевывают, включая в контексте, когда я прихожу в какой-то бар, меня всегда хотят все угостить. И противоположный, да, психотип шизоидный, более закрытый в своем мире, творческая личность, более такая тихая. И у меня вообще никогда таких и не было вариантов. Но не было, потому что я туда не хожу. Конечно, это просто не твоя картинка мира, и она тебе не поддается как бы восприятию. Дискомфорт. Конечно. И когда ты сказала про молодого человека, что ты больше предпочитаешь русскоязычного, это про твою безопасность, потому что ты сказала, мне комфортно, мне понятно, мы на одном языке с ним разговариваем, у нас одинаковая ментальность, шутки, на автомате, тебе не нужно напрягаться, тебе безопасно, хорошо. Это важно, да. Да, и это вот надежное вот это вот ощущение, где ей комфортно. Поэтому, когда появлялся другой тип людей, как в институте, еще, ты закрывалась не из того, чтобы тебе не нужно было эту потребность закрывать, ты понимала, что они тебе там небезопасно, тебе нужно будет очень много приложить усилий, чтобы себя показать, а тебе это не нужно, у тебя есть свой мир, где есть люди, где ты понятна. Наоборот, я такая, еху! Как говорится, гуляй, рванина. Беру все вот это, мне нужен экстремальное все, чтобы восхищение, вот это вот открытость, поэтому тебе очень легко дается. Сразу молодой человек опался того, что вот как бы и ты этим зацепился по причине того, что ты, вот мы всегда окружаем себя теми людьми, что у нас вокруг, что у нас внутри. И следовательно того, что вот если ты заряжена не негатив, а вот более открытость, тебе, в общем-то, и люди. Но главный твой момент был такой, это чисто случайно, мне повезло. Ну да, я так действительно думаю. Немножко обесценивание, да, того, что я такой человек, я заслуживаю таких людей вокруг себя. А это мне просто повезло. Интересное наблюдение, кстати, очень интересно, потому что на самом деле я себя ловлю в последнее время на том, что у меня вот это вот есть служение какое-то обществу, людям, иногда в ущерб себе. И вот то, что ты сейчас подметила, что я там такая, это случайность. Это, наверное, как раз-таки и про эту историю, что вот эта хорошая девочка какая-то. Да, вот это вот определенное обесценивание своих достижений, того, что я это заслуживаю, по причине того, что я действительно хороший человек, я притягиваю таких же людей, я это транслирую, ко мне такие приходят. А не потому, что это чисто случайность, потому что вчера я была говном, а сейчас я девочка-припевочка. Нет, такого не бывает. Ты притягиваешь более таких людей творческих, с теми, с кем тебе комфортно, вы в одну сторону смотрите, причем вы можете дружить, но иногда ты можешь уставать немножко, потому что... Правда? Не знаю, может быть, чуть-чуть. За счет не из-за того, что в тебе какие-то... Просто по ее темпераменту бывает много, а тебе иногда хочется в своей скорлупе как бы побыть. И не из-за того, что ты надоедаешь относительно как личность или как друг, а из-за просто эмоциональных зарядки батарейки. Но еще у меня очень часто, что, я не могу сфокусироваться на чем-то, то есть иногда, когда человек очень много говорит, честно, иногда проходит информация мимо меня. Когда становится неинтересно, у меня фокус как-то смещается. Такое бывает и в отношениях, и в дружбе, имеется в виду в разных ситуациях. Конечно, если этого есть в целом, то это, конечно, имеет место быть каждому человеку, не конкретизировано Катерине. Да, я думаю, что действительно такое есть у нас, потому что, хотя, я не знаю, потому что, например, вот мы с Варей часто проводим время вместе, и Варя также нуждается в обществе, и, например, она очень часто любит внимание, так же, как и я, и даже иногда
побольше, чем я, бывает такое. И даже, и, кстати, интересный факт про нас. Когда мы с Варей обсуждаем, например, те же отношения, она, вот, Варя, могу сказать, да, про то, что для тебя важно, вот для Вари важно, чтобы прям парень ее боготворил. Ну, то есть это тоже про какой-то комфорт. Первостепенно — это чтобы он носил на руках. Хотя я, например, этой идеей не заряжена. Потому что, например, мне, наоборот, не хочется слишком навязчивого партнера, который там обсессится со мной. Мне, например, супер важно личное пространство в отношениях, несмотря на то, что, может быть, я истероид, как бы на первый взгляд. Кстати, хотя еще один мой терапевт говорил про то, что у меня есть нарциссическое какое-то тоже. У всех есть. Да, проявление. И что, например, я очень, несмотря на то, что я тут супер яркая в обществе, например, в отношениях в личных, я люблю дистанцироваться. То есть избегающий тип привязанности, да? Да, избегающий тип привязанности. И, кстати, забавно, да, что, возможно, из-за этого я начинаю идти в большое количество новых знакомств, общения, но не иду в глубину. Может быть, вот этом как бы... Ну, просто тип привязанности у тебя такой, у тебя более тревожный, тебе нужна забота, вот это вот внимание. Вы закрываете каждый свою потребность. У нее потребность во внимании, в ощущении того, то, что я нужна, меня любят, и эти должно подтверждаться теми или иными действиями от партнера, от людей, поэтому ей эту потребность нужно закрыть. У тебя этой потребности нет, у тебя в другом заключается, да, потребность. Она своя, здесь четко прочитывается, ну, я имела того, то, что и поведение. У тебя избегающая, да, тут вопрос, почему ты избегаешь отношений, чего ты боишься? Понимаешь, у тебя есть свои определенные страхи, и ты избегаешь как бы серьезно. Тебе, может быть, ну, как бы постоянно надо не близко подпускать людей, так отдаляться, да? Ты получила свое, спасибо, до свидания, спасибо, до свидания. 100%. Поэтому внутреннее твое ощущение есть определенный страх в серьезных отношениях. Какую-то взять ответственность, понимаешь? Как бы тут нужно поглубже, да? От того, то, что наше действие или бездействие, они заключаются в тех или иных травматических состояниях, да? И поэтому мы закрываем ту или иную потребность или ощущения от других людей. Поэтому, когда у вас все прекрасно, у вас есть своя самоценность, вы ничего не закрываете, вы просто с ними общаетесь, потому что по факту, что вам интересно, а не потому что в данный момент, например, вы чувствуете одиночество, и он может закрыть эту вашу потребность. То есть, да, получается, все исходит, если так подытожить, все исходит из наших каких-то либо глубинных потребностей, либо наоборот каких-то краткосрочных, таких быстрых, как быстрый дофамин, например. Конечно. То есть это все, вот эта вот вся история, как мы устраиваем коммуникацию, как мы чувствуем себя в социуме, это все история про что я хочу от этого получить. И иногда самое интересное, мне кажется, что мы даже не признаем честно себе, что мы хотим на самом деле получить, и происходит внутренний конфликт. Конечно. Признаться себе о том, что я хочу как бы воспользоваться, ну как бы, да, мы от человека что-то ожидаем. Вот когда вы идете в отношения, вы не должны закрывать партнерам свои потребности. Вы партнеры. Вы не лечитесь друг от друга, да? Потому что может же один человек тут травмирован, но вы не можете друг с другом соединиться, потому что каждый свою травму лечит, и вы не можете понять, да, вот, например, ты тревожный, типа привязанности, тебе никак нельзя быть в партнерстве с избегающим, потому что человек, не будет давать тебе то тепло, как бы, я именно про мужчину и женщину, да, говорю. Тебе надежный человек, да, который вот это безопасный. В данный момент я так понимаю, что это тебе есть, и вот есть определенно как бы... Да, вот это, очень безопасно. Да, вот ты избегаешь, тебе тоже только надежный нужен, потому что если будет у тебя тревожный молодой человек, да, типа привязанность, ты не сможешь, потому что он будет всегда хотеть внимания, конечно, а для тебя будет не надо. Надежный тот, который тебя подтянет. А тот, который холодный, как я. Нет, конечно же. Вы не будете как бы вам не будет комфортно. Вы будете просто друзьями, грубо говоря. Ну, понимаешь, будет дистанция между нами, да? Определенно. Плюс вот у испанцев, по крайней мере, каталонцев, я часто в работе вижу, что девушки наши, которые тревожные и избегающие, постсоветского пространства, да, они встречают в Каталонии и Испании надежных типов. Каталонцы более надежные. Кстати, это и есть что-то в этом, это правда. Они действительно более надежные. Потому что как бы русскоязычные тоже есть. Нету нации, да, чтобы мы определили о том, что вот это хороший мужик, а это не очень, да. Мы все рождены с определенными, как бы в определенной семье, со своим воспитанием и тому подобное. И со своей психикой. Мы изначально рождаемся с определенной организацией психики. У кого-то невротическая, у кого-то это пограничная. А стероид — это более невротическое? Это психотипы. Да, есть организация личности,
личности, с которой вы уже рождены. Так ядро получается. Давай так, чтобы проверить, чаще всего это делается по тесту, конечно же, да. В чем заключается разница, чтобы вы понимали, невротическая организация личности — это тогда, когда он мне не ответил на сообщение, он, наверное, был занят. Поняли, да? Это ок, это норм. Наверное, как ты думаешь? Вот для меня это адекватно. Пограничная организация типа личности — это не пограничное, да, расстройство уже психиатрический диагноз. Нет, это просто организация личности. Это тогда он мне ответил, значит, он меня больше не любит. Черное-белое, да, это вот из крайности в крайность. Вот, у меня сегодня все на подъеме, все это, а завтра у вас так, все, день, все плохо. Люди, которые там ходят по психологам, 10 психологов, и все говорят, психологи, это потому что нет доверия. Это то, что я пройду, он всех обесценит, это пограничная организация личности. Она более здорова, он понимает свои чувства, свои эмоции, может с собой договориться. И, следовательно, с ним легко контактировать, он не делает драму. Поэтому тут мы с ними и рождаемся. И это зависит от многого, от беременности, родов и т.д. и т.п. Не от рода, как все любят про бабушку, дедушку и это вспоминать, да? А все-таки более коротко, потому что мы рождаемся, да? И психодиатическое, это к ним относятся социопаты, шизофреники, и это уже более такая, они иногда говорят, не от мира всего. Она более такое реже встречается, но она имеет место быть. Вот поэтому мы разные, и мы можем друг с другом не быть в паре по причине того, что мы не совпадаем по организации личности, да? Не психотипу и не по типу привязанности. Это огромное. Прикольно. А у меня еще вопрос тогда возник сразу. Получается, например, мы говорили сегодня про иммиграцию, да, как мы адаптировались, например, и мы обе с Варей очень по-разному адаптировались на самом деле. И интересно, психотип ведь тоже влияет на иммиграцию. То есть, например, про шизоид, да, или истероид, как каждый из психотипов чувствует себя в каких-то новых для него условиях. И это будет, например, очень полезно для зрителей понять, что дело не в том, что они какие-то там, как Варя себя чувствовала, белые вороны, что они там не такие, их не принимают общество, а дело в том, что это, может быть, им и не нужно, действительно. Может быть, им окей в их среде, и, может быть, даже находясь в эмиграции, им нужно там идти, например, и получить это яркое внимание от большого количества иностранцев, или заводить какие-то бесконечные знакомства. Это интересно раскрыть, как вообще психотипы влияют на ощущение себя в эмиграции. Есть ли какие-то у вас наблюдения? В целом, конечно же, мы все разные, и иммиграция, она дается по-разному, потому что у нас своя организация того, что как пережить стресс, потому что иммиграция — это стресс, да, это новая культура, новые люди, язык, если вы не знаете, да, бюрократия и тому подобное. И есть люди, которые в стрессовых ситуациях собираются, это больше истероидно, такого. Люди, которые... А что на это влияет, что они, например, собираются? Это какая-то адаптивная функция психики, что-то они привыкли собираться? Есть люди в стрессовых ситуациях просто изначально, да, нету такого что есть люди, которые паника, лёлик, все пропало, да, потому что у них больше серии того, что черно-белое мышление, когнитивные искажения, да, потому что если стресс, значит, я буду в домике. Это внутреннее состояние, самоценность и также как оппозиция, ответственность. Некоторые идут в ответственность, убирают, идут в детскую позицию, потому что пусть за меня все решат. Взрослая позиция, да, я принимаю решение, мне сейчас нужно справиться, я иду. Это именно наша... Но это не зависит от психотипа. Конечно. Психика просто как справляется. В один и тот же момент в какой-нибудь стрессовой ситуации человек, который был тихий, спокойный, неожиданно соберется в волю кулак и решит все вопросы. Мне кажется, человек, на которого можно было, например, казалось положить, он растерялся. Это правда. И это никак не предугадать это. Конечно. Это абсолютно не... То есть, да, имеет место быть потребности, которые исходят из психотипа, то есть там человек, требующий внимания, человек, требующий уединения. И за счет этого этот более социализирован, этот менее социализирован. Но сам факт того, что в эмиграции все люди равны условно. Все приезжают, и все могут и как окей для любого человека, как падение, так и взлет. То есть это хочется услышать, то что... В эмиграции мы все начинаем с нуля. Все в эмиграции, да, все, то есть всем в эмиграции, грубо говоря, значит, все такие...
Да. Всё. Мы все начинаем с нуля, только ноль у всех разный. Мы все приезжаем с разным финансовым достатком, да, я имею в виду, со своим бэкграундом, если знакомы или нет. Поэтому, когда люди приезжают, например, совсем без всего, да, им надо, ну, как бы определенные ступени, они быстрее начинают шевелиться, они начинают там где-то работу искать, еще что-то, там, документы, вот. Они вот жизнедеятельность свою вот в этом, да. Есть люди, которые приехали, у них все прекрасно, у них есть финансовый достаток, им ничего не нужно, и они такие в Испанию, ну, Испания, и зачем вообще нам с кем-то знакомиться, да, кого-то знать. У меня мой мир, я его создал, да, или создала, и мне тут комфортно. То есть, да, я сейчас интересный тоже факт подмечу, ведь, например, я переехала в Испанию, к примеру, без ничего, и поэтому моя история заключается в том, что я начала суетиться, учить языки, социализироваться, всех быстренько узнавать вокруг себя, потому что я в этом нуждалась. Например, Барбара, она переехала уже с бэкграундом. Со своей бэкграундом. Она как будто уже домой к себе приехала, условно. Ну, То есть это было супер знакомое для нее место, и поэтому... Я очень часто летала в Испанию. Да. Вообще за всё время. И поэтому очень важно, вот мне кажется, вот, наверное, хочется сказать зрителям, кто нас будет смотреть, что обратите внимание на свой, не сравнивать себя, то есть, да, что там кому-то легче, например, в Испании живется, чем мне, вот как она там уже с испанцем встречается, там, или уже у нее работа крутая, и карьера у нее в гору идет, а я такая лохушка, вот сижу, ни языка, ничего, и вот начинается самобичевание у людей очень часто. Мне кажется, да, что надо сравнивать себя просто с самой собой. Да, начните, посмотрите на свою точку старта. Вот. На свою вот именно точку старта, что и опять же, и помимо точки старта идти в терапию, потому что узнаете свой психотип, узнаете на самом деле, что вам реально нужно, а что вам вообще не нужно, потому что часто, например, тот же, например, шизоид, не зная о том, что он шизоид, идет и пытается быть как подружка, которая там более активная и веселая, и страдает, почему у нее не столько внимания, потому что фактически ей не нужно столько внимания, по факту ей не нужно, но она пытается это все заглотить, хотя у нее емкость не такая, ей, ну как бы, точнее даже органы, там, желудок там переваривают другие там, да, виды пищи, да. К примеру, этот травоядный, этот хищник. И когда травоядный пытается стать хищником, к примеру, он теряет себя, и он тратит на это очень большое количество сил. И то есть как будто вот я вот это вот и выношу из нашего, знаете. Да, есть проблема в том, что когда люди приезжают, они начинают вокруг себя знакомиться хоть с кем-то, ну, потому что им надо закрыть потребность каких-то знакомств, да, потому что совсем одиноко, если человек один. И они сначала ищут там русский язык, ну, если вообще язык они знают, да, вот, ну, как бы ты другим путем пошла, как бы, да, ты для себя выбрала, кто-то наоборот, только в русскоязычную среду. И они между собой начинают рассказывать о том, как они кто-то через 3 месяца уже язык знает, а один только Ола выучил. 2 года, как я, например. Вот. И, конечно же, все начинают... Человек, который немножко неустойчив психологически, он начинает себя сравнивать с тем, кто уже впереди. А возможности сказать и принять о том, что я себе разрешаю в данный момент жить так, как мне нравится, и не бежать, человек не может, потому что привычка соревновательного процесса у нас всегда должен быть быстрее. Чего не на 4? Почему 4, а не 5? А там еще потом обесценивание наступает же. Помимо того, что человек пытается догнать, так он еще начинает свои уже шажки, которые он реально сделал, не видеть. Конечно. Он начинает их как бы очень сильно занижать и говорить... Мне просто... есть там человек близкий, мой бывший парень, он в эмиграции, к примеру, у него был такой момент, что он говорил, я вижу, что он добивается, он реально крутые шаги делал, я искренне им гордилась, но он постоянно, из-за того, что он смотрел еще на более крутых чуваков, он в какой-то момент уже уходил в депрессию и говорил, что все тщетно, что его Испания не приняла, общество здесь плохое, то есть он это вот как раз делил на черное и белое, хотя у человека объективно все было круто, и есть круто, но он эти шаги реально не видел, он просто не видел. У нас есть проблема, что мы не знаем, когда мы достаточно хороши уже. По факту мы уже достаточно хорошо, но мы себя считаем недостаточно. Почему? Потому что при воспитании нам не говорили, что мы супер. Нам всегда говорили, или мы не дотягиваем, да, почему там 4, а не 5, да, ты же мог постараться там. Или, например, да, ты молодец, а где молодец, что сделал именно, да? Мы не можем конкретизировать и понять, где вот эта планка,
что уже достаточно. Нам все время мы ставим себе какие-то еще цели. Вот это разница Потом с выгорание. испанцами. Нам кажется, что они не амбициозны. Нет, мы просто не можем остановиться, мы все время в марафоне бежим. Да. Причем даже в отношениях бывают люди, они соревнуются с мужьями, друг с другом, да, для того, чтобы... Нет, ну я тоже как бы молодец, да, и вот этот соревновательный процесс, он всегда у нас может быть присутствует. бесконечно длится. Конечно. И для психики это очень А потому изматывающе. что нам не рассказали, когда достаточно. А как это вот понять? Хорошо, вот нам не сказали, когда достаточно, но мы такие все достигаторы, особенно постсоветского пространства люди, да, у которых, особенно после развала Союза, да, мы стали все резко жить в эпоху капитализма, и от нас стали требовать в X10 от того, что от нас требовали 30 лет назад. Реально, вот представьте, 30 лет назад еще мы, там, условно, люди жили как в коммуну, да, там, ты часть общества. А сейчас резко, ну, там, за 30 лет резко все настолько перевернулось, что человек стал отдельной единицей, от которого требуется настолько много всего. Того, что раньше делали в коммуне люди, условно, раньше эта группа людей делала, а сейчас ты должен один этого добиться. Раньше, например, завод — это там 1000 человек, и он успешный, все молодцы, а сейчас у тебя у одного должен быть завод, и только тогда ты молодец, условно. В такой момент, да, наша психика плюс майндсет новый, да, он загнал нас в такую очень сильную и не всегда посильную для психики ловушку. И вот тогда вопрос: а как вот это вот установить для себя, что я уже достаточно? То есть это просто резко, ну, такое осознание, знание, что я уже ок. Неважно, что происходит или... Ну, резкого не может просто, да, быть от того, то, что я ок. Ну, я всегда говорю, мы можем вам объяснить того, то, что вы уже достаточно хороши, достаточно все сделали, но вы в это не увериваете, ну, понимаешь, да, потому что когнитивное запрограммировано в голове, как я говорю, Windows, его нужно переставлять, вам все время говорить, что вы должны все время стремиться, вы всегда кому-то что-то доказываете, не только себе, а обществу, у нас социальное давление, да, потому что вот этот инфошум, он сильно заставляет нас как бы больше шевелиться, да, и мы все время вот, ага, у того это, у того то-то, и мы опять что-то стараемся. Это работает, конечно же, в терапии, когда чувство долга убирается, да, потому что мы ставим себе убеждения, ограничения, которые на нас навязали, и ярлыки навешаны, которые, да, если ты в 30 что-то не достиг, значит, ты уже никто. В этом Испания помогает, да, когда ты смотришь, и тут в 30 лет я с мамой живу, и это окей, там. И вот это, кстати, реально делает жизнь легче в Барселоне. Да, поэтому здесь только навешаны ярлыки, так же, как и замужеством, и с детьми, не надо, да, постсоветского пространства, да, тебе за 30, и все, ты уже все не удел. Это же тоже проблема. Я читала вот книгу недавно про психологию, ну, тоже психологическая книга, и там как раз-таки говорят, что, по сути, человечество, ну, постсоветского пространства, люди, да, социум, проживают кризис в данный момент, потому что это как кризис, это когда я по-старому уже не хочу, а по-новому еще не могу. Понятно, потому что по-новому ты можешь. Но ты еще не знаешь, как. Потому что ты запрограммирована, и вы рождены, каждый из вас определенной уже, ну, как бы, да, личностью. Вы просто на вас навешали определенные ярлыки для удобства вашим родителям, да, ну, я имею в виду учителям, потом и другим авторитарным людям, которыми были, как бы, должны были вот под их гармошку играть. 100%. Вы к этому привыкли, к этому поведению, а по большому счету у вас есть другие эмоции, другие чувства, другое определение, с кем хочу общаться, с кем не хочу общаться, да? Короче, то, что это заложено было у нас с детства. По-любому. Да, конечно, я говорю, нас вообще, если ты углубишься там в историю там, СССР и так далее, ты видишь, как много там было давления и ярлыков. То есть там вообще все строилось на ярлыках. А теперь представь, наши бабушки, наши мамы, они выросли в этом. Они впитали в ДНК прям буквально все то, что было в те времена, а было очень много прессинга именно. И представь, мы родились уже в новом обществе, уже все намного проще. Уже все, никто тебя не осудит в тюрьму, ну ладно. К тому, что вот представь, вот действительно мы пропитаны, наш род пропитан этим, и нам это передали, хотели они этого, не хотели, они нам это передали. И вот это очень непростой процесс, это отшелушивать, знаешь, когда вот ты вот реально буквально меняешь кожу, тебе нужно, это необходимо, потому что там кроется твоя настоящая кожа под вот этой вот не настоящей. И тогда вопрос еще вот очень интересный у меня появился. А что ты думаешь на тему делить счет 50/50?
Окей. Я скажу со своей колокольни, да, почему. В данный момент ты задаешь вопрос именно как женщине. Ну, я и как женщина. Потому что, как психологу я не могу ответить, да? Ну, как бы, потому что все-таки я сейчас буду нечестна, как с профессиональной точки зрения, потому что я проекцию свою как женщину все-таки включу. Хорошо. Мне кажется, что можно сейчас включить. Мы так и хотели бы. Я смотрю по-разному. В связи с моим ощущением мира, я люблю ограничить свои личные границы и понимать о том, что если я просто иду на свидание, я не хочу, чтобы я была кому-то должна. Да? Я заплачу за себя на первом свидании, на первой встрече, потому что, скорее всего, может быть, она вообще будет первая или последняя, да? Ну, потому что, я не знаю, понравится. Я же не иду в магазин, не выбираю, да? Поэтому мне понравилось, не понравилось, и, следовательно, никто никому ничего не должен. Это мои личные границы. Я к ним привыкла, и мне это нравится. В моих семейных отношениях у нас партнерские отношения, но это не 50/50. Это вкладываю и я. Нет. Я 23 года замужем. За русскоязычный. Но у нас изначально были договоренности. Это, между прочим, очень важно, когда вы договариваетесь на берегу. О том, что каждый из нас делает вклад. Если в данный момент мужчина по какой-то причине не может быть дееспособным, всегда есть какие-то в жизненные обстоятельства, то это не значит, что он мне уже не нужен как партнер, да, потому что он прекращает закрывать мои потребности. У меня второе весло, и мы вместе гребем. И то же самое, если случается, у меня нету какой-то определенной деятельности или еще что-то, всегда есть человек, которого второе весло, и мы вместе опять же гребем. Ну да, правильно. Круто, я тоже на это так смотрю. Наверное, и поэтому я считаю, что вот очень много молодых девушек, да, которые приезжают в Европу, и они больше всего недовольны как раз-таки тем, что испанцы делят счет, и они смотрят на это только как-то очень радикально. Хотя на самом деле я тоже говорила сегодня на подкасте, что это же вообще не показатель того, насколько классный, надежный партнер может оказаться, если он вначале просто выставляет свои границы. Это ведь норма на самом-то деле. Это ведь реально, вообще по факту, это даже более здоровая динамика, чем когда мужчина приходит, начинает тебя задаривать, оплачивает тебе все и берет на тебя всю твою ответственность, лишая тебя твоей личности. Да. Если немножко с другой точки зрения, да, так, например, смотрите, вы, мы девушки, да, нас папа с мамой ходят, лелеют, дарят подарки, нас обеспечивают. Мы из этих детско-родительских отношений почему-то мужчины идем тоже в детско-родительские отношения. Мы перекладываем свою ответственность на мужчину и выбираем его то, что он опять наши потребности закрывает как родитель. Ну так-то, да, как-то по-странному звучит. Да. А тогда, когда вы партнеры, у вас есть личные границы, я имею в виду то, что я личность, ты личность, и мы вместе, нам классно, хорошо, никто не говорит о том, что если завтра что-то случится, ты мне больше не нужен, потому что ты мои потребности перестал закрывать. Да. Тут вопрос, да, в какие вы отношения идете? Все-таки перекладывая ответственность, и пусть он мне полностью сидит, или я взрослая личность, и я всегда знаю, если человек со мной не будет, я самостоятельно справлюсь. Тут уже каждый выбирает сам. Каждый выбирает сам. Для меня в этом лично больше динамики даже для развития каждой личности отдельно, потому что уходит созависимость, потому что любые эти потребности, когда мы закрытие потребностей и ожидания от партнера, это же про созависимость, это про то, что получается он, тоже я видела картинку в книге по психологии, что есть условно наш стол, да, и у него нет одной опоры, одной ножки. И ты туда либо подставляешь что-то, кого-то постоянно, но в любом случае, когда кто-то или что-то уйдет, этот стол все равно рухнет. Конечно. И то есть тебе нужно самому взять и сделать там ножку себе. В первую очередь позаботиться о стойкости своей персоналити. А когда ты постоянно, условно прикладываешь на партнера роль этой недостающей детали внутри тебя, если эта деталь уйдет или с ней что-то случится, ты просто же не сможешь существовать обратно адекватно. И за счет этого я тоже считаю, что когда, наоборот, люди, уже закрыв все свои потребности, сами для себя идут в отношения, там они точно будут развиваться, и я думаю, что будут в гармонии и понимании друг друга. Бывает так, что мы наделяем важностью другого человека и забываем про себя, да? Мы идеализируем этого человека, а потом неожиданно ваши отношения расходятся, и вы видите совершенно другого человека. Это вообще я его не узнаю. Нет, он такой же был, просто вы наделили его теми качествами, которые вы хотели, видели в нем только этого. Хотели, да, этим. И все. Очень важно видеть в человеке конкретизированно, какой человек. Не наделять его, потому что наделяем мы чаще всего то, что мы хотим закрыть в себе как потребность.
что нам нужно в этом человеке, и мы все в нем видим. Да, то есть нужно осознавать, в общем, главное понять свои потребности и понять, в свои нужды. Вот если ты будешь понять свои нужды, считай, ты уже управляешь ситуацией, ну, в плане своей жизнью, потому что ты такой знаешь, ага, мне нужна теплота и любовь, так, может быть, мне сначала попробовать самой себе дать, или пойти с друзьями повеселиться, кайфануть, там, не знаю, маме позвонить, от родителей реально пойти и получить. Ну, как бы, ну, это вообще способов реально тысячи на самом деле. Но не партнером, потому что реально, наделяя партнера вот этой ответственностью, просто есть риск, что будет очень сильное разочарование и боль. Ну да, либо перегоришь просто. Всегда подходите к любым отношениям и вообще к жизненной позиции. Сначала маску на себя, потом всех остальных. Всегда, если вам в том месте, где вы находитесь, плохо, вы не чувствуете с этим человеком себя счастливой и любимой, значит, не нужно находиться в том месте, где вам плохо. И еще у меня вопрос, вот тоже сразу последний, наверное, и будем заканчивать. Варя мне сказала про то, что вот ей нравятся отношения с русскоязычным партнером, потому что он понимает ее на 100%. И сказала, там есть шутки общие и так далее. У меня сразу возник вопрос, а разве это невозможно построить с человеком из другой культуры? Разве невозможно воссоздать новые шутки в этой паре? Например, вот не те, которые были в культуре заложены, а свои собственные, например. Вот я замечала, когда с европейцами там какие-то там романтические, условно, у вас уже есть мотивы, да, в общении, у вас же появляются и шутки свои, и вайб свой. Это даже иногда тоже, ну, ничем не хуже того, что там вы слушали одну музыку в детстве и смотрели одни мультики. Вот интересно ваш вопрос профессиональный. Как? Тоже не так, что вы там слушали одну музыку. Это тоже, мне кажется, гораздо больше. Когда вы понимаете друг друга с полуслова. Но разве это невозможно достичь в паре интернациональной, например? В любой паре это можно достичь, независимо от национальности. Если вы просто вот схожи по вайбу и психотипу, и всем, и вам с этим комфортно с этим человеком, вы счастливы, вам безопасно, вы понимаете, что вы любимы, вы себя любите в этих отношениях. Главное, себя в этих отношениях любить не человека, а себя. Тогда ок. А если вы не любите себя в этих отношениях, да, ну то тогда какая? Причем тут нация? Ну да. Как бы у любви нет нации. Это тоже очень важный был вопрос, потому что мы сегодня уже обсуждали отношения с иностранцами. То есть, опять же, отношения с иностранцами строить легко, отношения с иностранцами строить можно. А вопрос, хотите ли вы этого? Выстроить коммуникацию, выстроить близость можно. Это все ярлыки. Еще раз, ярлыки мешают жить. У каждого свой опыт, у каждого свое видение жизни. Каждый со своим нутром, поэтому каждый видит только то, что хочет как бы видеть, чем наполнен по большому счету. Поэтому в социальных сетях действительно, да, очень много мнений по поводу вот 50 на 50, да, вот это вот всего. Но это тоже ярлык, да, определенно? Да, я считаю, что это определенно как бы ярлык, что нам кто-то что-то должен. Ну, это вот наша привычка, да, почему-то. Ну, потому что как бы у нас развито, что патриархат, и мужчина всегда должен. По факту никто никому ничего не должен. У всех равные права, что у мужчин, что у женщин. Мы просто разнополые. И обязанности мы можем распределять одинаково, просто нужно друг друга уважать. Ну вот ваши практики как психолога были ведь парами интернациональные? Да, много. И они счастливые, у них очень много всего общего, да? Ну, в плане... По-разному. Есть разные, да, безусловно. Но в плане того, что там они могут быть, они там долго вместе, у них там семьи, да, и это окей. Да, они легче идут в терапию, которая интернациональна, потому что испанцы, они легко идут в терапию. В целом в Европе более развито, чем у нас. Если у нас проблемы в русскоязычной семье, то идет чаще всего женщина. Да. 20% приходит мужчина отдельно. В семейной терапии у нас все хорошо. Вот. Одному плохо, а у другого все хорошо. Поэтому, да, немножко проседает в этом плане, хотя когда ты разговариваешь, ты понимаешь, что там есть что спасать, но ты не будешь спасать, потому что они не хотят. И все. Поэтому каждый уходит со своим багажом. Круто, круто. Ну, я думаю, у нас сегодня, наверное, все. Да, на сегодня было очень интересно. Мы раскрыли классные темы. Я очень довольна подкастом, правда, благодарю Анастасию. Да, спасибо большое. Да. Вам спасибо, что пригласили. Мне приятно. Очень классно получить тоже какое-то вообще мнение. Очень много полезного. Полезную информацию. Вообще супер круто. Да, и еще очень круто, что лично я в конце подкаста очень воодушевлённой ухожу, потому что я услышала много интересного и даже подметила для
себя какие-то штуки. И надеюсь и хочу, чтобы зрители наши также, посмотрев наш подкаст, осознали, что все проще, проблемы в голове, европейцы не страшные, можно как хочешь жить. Короче, up to you. Yeah, up to you, да. Как ты хочешь. И все у вас будет классно, если вы просто примете себя и откройтесь. Надеемся, что вам понравился наш первый выпуск. Дальше будет больше и много всего, много гостей. Новых тем. Поэтому обязательно подписывайтесь и следите. Да, спасибо большое.